Никто не ожидал, что оно всплывет. Не после стольких «нет». Не после бесчисленных воспоминаний, похороненных за улыбками, смехом и безупречно срежиссированными выступлениями. Но однажды поздно ночью в Сеуле частный клип начал циркулировать среди небольшой группы армий в сети. Это не было частью официального контента. Без водяного знака, без субтитров, без монтажа. Просто сырой, нефильтрованный момент. На видео был Чунгук, один, в тускло освещенной студии. Его волосы были слегка растрепаны, выражение лица тихим и задумчивым. Перед ним стоял микрофон, но он не пел. Он говорил, его голос был тихим, почти дрожащим. Я не знаю, стоит ли мне это говорить, но мне нужно. Пауза. Звук глубокого вдоха. Тэхён значит для меня больше, чем кто-либо когда-либо поймет. Поклонники, которые смотрели просочившийся клип, замерли. Это было реально? Это было смонтировано? Тон был слишком искренним, слишком сырым, чтобы быть подделкой. И впервые миллионы армий почувствовали, что они попали в момент, который не предназначался для публики. Это не был фан-сервис. Это не было по сценарию. Это было личное. Эмоциональный шквал. Как только клип распространился, армия охватила эмоциональное безумие. Хэштеги такие, как хэштег Jungkook Confession и хэштег Taekook Truth начали набирать популярность по всему миру. Некоторые фанаты плакали, другие спорили, стоило ли вообще это публиковать. Но чего никто не мог отрицать, так это эмоции в голосе Чунгука. Он говорил о времени, когда он был не уверен в себе, когда слава казалась клеткой, а не мечтой. Он упомянул ночи, когда не мог спать, когда тяжесть ожиданий мешала дышать. «Был один человек, который всегда замечал», — сказал он. «Даже когда я пытался это скрыть, он видел все насквозь». Он говорил о Тэхёне. Он никогда много не говорил, но иногда он просто садился рядом со мной и напевал песню. Так я понимал, что я не одинок. Эти слова разбили сердца по всему миру, потому что на протяжении многих лет фанаты видели их сценическую химию, смех, шутки для своих, тихие взгляды. Но то, что Чунгук признал это так открыто, так эмоционально, изменило все. Взгляд за кулисы. Инсайдеры позже утверждали, что клип был из невыпущенного документального фильма, снятого в 2020 году, в период, когда BTS готовились к своему эмоциональному альбому «B» во время пандемии. Все боролись, были изолированы и пытались найти утешение в музыке. В ту ночь Чунгук остался в студии еще дольше после того, как все ушли. Съемочная группа, думая, что он работает над вокалами, оставила небольшую камеру включенной. Вместо этого они запечатлели нечто глубоко человеческое. Иногда мне кажется, что мир видит во мне только артиста, но Тэхён напоминает мне, что я все еще просто я. Сказав это, он мягко улыбнулся. Редкая хрупкая улыбка. Я никогда не говорил ему это прямо, может быть, когда-нибудь скажу. Он и не подозревал, что эти слова однажды достигнут миллионов. Когда Тэхёна спросили об утечке клипа в более позднем интервью, он не стал отрицать. Вместо этого он опустил глаза, слегка улыбнулся и сказал: «Думаю, есть вещи, которые люди говорят только тогда, когда они действительно это имеют в виду». Он не вдавался в подробности, но фанаты заметили его глаза. Стеклянные, полные эмоций, которые он пытался скрыть. Через несколько дней Тэхён публиковал в Инстаграме историю. Черно-белое фото микрофона с подписью: «Некоторые слова никогда не нужно было говорить, но я рад, что их сказали». Интернет взорвался, фанаты плакали, ТикТок и Твиттер наводнили нарезки. Эмоциональный мост между Чунгуком и Тэхёном, что-то всегда предполагаемое, всегда ощущаемое, теперь обрел неоспоримый вес. Речь шла не только о дружбе. Речь шла о связи, вытованной в молчании, доверии и годах невысказанного понимания. Один близкий сотрудник однажды поделился: в трудные времена Чонгук и Тэхён часто исчезали на часы, не потому что избегали работы, а потому что они заземляли друг друга. Иногда они просто ездили по Сеулу без цели, иногда они сидели у реки Ханганг, не говоря ни слова. Эти тихие моменты, невидимые для камер, стали их точкой прибежища. Однажды вечером Чонгук сказал продюсеру после долгой записи: «Тэхёну не нужно ничего говорить, чтобы мне стало лучше. Он просто существует, и этого достаточно». Эти слова отозвались глубоко. Теперь, когда весь мир наконец услышал его признание, все поняли, что он имел в виду. В социальных сетях фанаты делились искренними месседжами. «Я плачу.
Это не фан-сервис, это настоящие эмоции. Их связь — это нечто прочное. Мне честь это видеть. Это стало больше, чем виральный клип. Это стало символом подлинной связи в индустрии, которая часто ее скрывает. Что сделало этот момент настолько сильным, так это его приватность. Чонгук произнес эти слова не для камер и фанатов. Он произнес их для себя, возможно, как способ переработать чувства, которые он не мог произнести вслух. Тот факт, что это никогда не предназначалось для просмотра, сделало его священным, сырым, реальным. Даже Тэхён однажды сказал во время прямой трансляции месяцем позже: «Иногда самые честные моменты случаются, когда никто не смотрит». Затишье перед бурей. Дни после утечки были странными. Биг Хит не сделал никакого заявления. Чонгук не постил. Тэхён хранил молчание. Мир требовал ответов, но оба мужчины оставались неподвижными. Однако тишина не была миром, она была тяжелой. Чонгук проводил большую часть времени в студии, в наушниках, но редко нажимал кнопку записи. Сотрудники говорили, что он был не в себе, более тихий, более отстраненный. Он не жалел о том, что сказал. Он сожалел, что это услышали все. «Это был мой момент», – прошептал он близкому продюсеру. «Это не должно было стать общим достоянием. Не потому, что мне стыдно, а потому, что это было честно. Слишком честно». На другом конце города Тэхён просматривал социальные сети, читая интерпретации фанатов. Некоторые называли это признанием в любви, другие – данью дружбы. Но никто из них по-настоящему не знал, что это значило. Только он и Чонгук. Годами ранее, во время одного из мировых туров BTS, был момент, известный как момент пробуждения. Было 3 часа ночи в номере отеля в Нью-Йорке. Чонгук не мог уснуть. Джетлаг, тревога, истощение. Он сидел у окна, глядя на огни города. Затем раздался стук. Тэхён стоял в толстовке, держа 2 чашки чая. «Ты снова не спишь», — мягко сказал Тэхён. «Не мог уснуть», — ответил Чонгук. «Тогда давай не спать вместе». Они сидели рядом, пили чай и ничего не говорили почти час. Затем, без предупреждения, Чонгук сказал: «Иногда мне кажется, что я просто играю жизнь, будто даже не на сцене, я все еще притворяюсь». Тэхён посмотрел на него, его глаза были ласковыми. «Тогда перестань притворяться со мной». Этот момент остался у Чонгука на годы. Он стал тихим зерном доверия, началом связи слишком глубокой для слов. Вот что дал ему Тэхён: понимание без осуждения, комфорт без условий. Он не спрашивает, почему я молчу, он просто остается, пока я не заговорю. Вот почему просочившееся признание Чонгука ударило так сильно. Потому что это был не секрет скандала, это был секрет уязвимости. А уязвимость, будучи раскрытой, может ощущаться как то, что тебя раздевают догола. Тихое разрешение. Через несколько недель после того, как видео стало вирусным, Чонгук и Тэхён наконец сели вместе. Это было в их общей репетиционной комнате. Приглушенный свет, еле слышный запах кофе в воздухе. Просто 2 человека, которые прошли через все вместе. «Ты видел видео?» – тихо спросил Чонгук. «Да», – ответил Тэхён. «Ты злишься?» «Нет, просто удивлен». Наступила долгая пауза. «Это не должно было выйти», — сказал Чонгук. «Я не хотел, чтобы мир забрал что-то, что было только нашим». Тэхён поднял глаза, спокойные. «Они могут слышать твои слова, но никогда не по-настоящему их не поймут. Эта часть остается с нами». Чонгук слабо улыбнулся. «Ты всегда знаешь, что сказать». «Это потому, что я слушаю», — ответил Тэхён. И в этой тихой комнате их дружба, их связь ощущались даже сильнее, чем раньше. Неотправленные письма. У них у обоих была привычка писать письма, которые они никогда не отправляли. Это было то, что иногда делали участники BTS, особенно когда эмоции были слишком сильными, чтобы сказать их вслух. Одно из неотправленных писем Чонгука гласило: «Хэн, я не знаю, смогу ли я когда-нибудь сказать тебе это с глазу на глаз, но спасибо, что увидел меня, когда никто другой не увидел, за то, что остался, когда я был готов исчезнуть. Ты мой покой, мой хаос и мой дом. Чонгук». Неотправленный ответ Тэхёна. В данном случае был лишь обозначен ответ, но само содержание отсутствует.